Друзья, привет! Сейчас 5 утра, и мы направляемся в аэропорт, чтобы поехать в Кыргызстан. И я уже сказала, что сейчас 5 утра. В любом случае, вместо того, чтобы спать, я выбрала путь смотрения стримов. Но посмотрите в мои глаза. В них ни капельки, к сожалению. Мне нужно было остаться подольше. Я сегодня проснулась, всем сказала, чтобы никто не волновался, потому что если с самолетом что-то случится, по крайней мере, я полечу на крыльях любви. С утра сказала, то что у тебя же всегда пакетик с собой, если что, и наворошите прямиком до Мексики. По каким-то причинам я начала снимать только в самолете, но ладно. Мы только взлетели, и я решила, чтобы скоротать время, я должна заняться учебой. Почитала, полистала английский словарик. Вроде все было хорошо, потому что как только я закончила, мне принесли чай, бутерброды, и принесли бутерброды моего соседа, который спал, и я думала о том, как я буду ему их отдавать, потому что он казался каким-то необщительным, но вроде все прошло хорошо. Как видите, позже мне стало совсем скучно, потому что я нарисовала собаку с яблоком на голове. Мне это показалось очень классной идеей, поэтому я нарисовала еще одну собаку, точно такую же, только уже со свинкой. И она выглядит немножко крипово. Подожди, ты нарушаешь правила. Какое? Караоке нельзя. Ты почему поешь? Нарушитель. Я сейчас топ песню запою тебе. Давай. Нет, не надо, нельзя караоке устраивать. А здесь мы уже идем на посадку, затем для нас нашли такси, нас прям забрали из аэропорта, и мы поехали домой. Вот такие банкоматы можно встретить почти у каждого дома. Я когда впервые увидела, я подумала, вау, у них есть игрушки, автоматы с игрушками, но нет, это вода, и она стоит 4 сомы за литр. Затем мы пришли в торговый центр, немножко походили по магазинам и зашли в продуктовый магазин, в котором все примерно как в турецком. Турецкие печеньки, турецкие чикапаи и, в принципе, очень много всего турецкого. Смотрите, какие рыбки, их же потом съедят мои товарищи. А вот цены на шоколадки здесь нереально дорогие. Я даже не вижу смысла переводить все в рубли, потому что и так понятно, что это будет дороже, чем сомы, и это все нереально дорого. Но на обратном пути мы увидели очень много разных фигурок, с которыми моя семья сразу побежала фоткаться, а именно смайлики, какие-то лондонские штучки. И поскольку у меня все не очень хорошо с фотографиями, я просто постояла напротив каждой башни с видео. И, к счастью, я сделала, потому что посмотрите, какая у меня получилась единственная моя фотография. А я прям фотограф. На следующий день пошел дождь, хотя погода и так была не очень хорошая, но мы купили нереально большой торт медовик шоколадный, который достался нам за 360 сом, потому что он был сделан 2 дня назад, и за это на него наклеили скидку 50%. Это около 400 рублей. Он вкусный еще? Да. Там какие-то кусочки, что ли? Что это хрустит? А, орехи, точно, там грецкий орех. Но если нахожусь в Кыргызстане, это не значит, что мне не надо делать уроки, и сейчас я буду заниматься своей любимой геометрией. Я долго не могла понять, почему, потому что я приехала отдыхать. Как бы я не должна учиться, камон, я даже взяла с собой солнцезащитные очки. Ну ладно, было легко, я сделала все за 5 минут. Вот это вот мороженое, это прям как у нас в Турции у школы продавалось, но только в таких с палочками. Оказывается, вот эти технологии, покупаешь булочку и закрываешь. Будем покупать булочку с картошкой, ура! Мы только что вышли из магазина и купили пакет бубликов с семиты. Вот, вставляем бутылку. Не вставляем. Теперь вставляем. А, деньги, то есть. Можно озоном оплатить.
Что, куда жать? Вот это? Это? Чего? Не работает ничего. А, нет, осталась эта секунда. Обалдеть. Технологии. 5-й день. Впервые наступила хорошая погода. Я проснулась и увидела, что у нас, оказывается, в окне были горы. Мне еще никогда не было так интересно просто стоять и смотреть в окно. На прогулке мы решили купить всем Bubble Tea. Я буду пробовать его впервые в жизни. Цены вы можете увидеть на экране. А здесь на реакцию Романа не обращайте внимания, потому что ему на самом деле не понравилось. Что лайки показывают, вообще без понятия. Мой Bubble Tea был с карамелью и сливками. Если я не ошибаюсь, мне предлагали холодный либо горячий. Я долго думала, и к счастью я взяла горячий, потому что холодный Bubble Tea это какой-то ужас. Я долго ходила стаканчиком, мне было жалко его выбрасывать, и пить я больше не могла. Хорошая. Реально идет. 279 сом. Похоже, она 139 сом стоит. Все, берем. Потому что мы еще заходили в магазин косметики и вот набрали немножко совсем. Но я покажу, что купили. Первое это бомбочка для ванны с бананом. Мне не очень нравится, я просто не банан, не все, что с бананом связано. Дальше это... Кстати, бомбочка стоила 100 сом, что ли. Дальше это восковые полоски для выдирания волос. Они стоят по 30 сом каждая. Меня мама сначала не хотела их брать, но, блин, я очень давно хочу такие. Их не надо плавить, их просто клеишь. Мне такая нравится. Дальше это шугаринг называется. Это тоже для вытирания волос, но, в общем-то, это здоровская штука. Я такую очень давно хотела, и к ней полосочки. Баночка 150 сом стоит. Здесь очень много штучек. Как бы это объяснить? Это берете вот этой палочкой, она 5 сом стоила, накладываете себе, потом кладете вот эту белую полосочку сверху и фу. Ну, я думаю, все это знают. Я сказала, что это тоже 150 сом стоит. Вот так. Дальше, это помада, это не моя, это сестры, и она тоже стоит где-то 100-150 сом. Здесь вообще все примерно одинаково стоит. И последнее, моя сестра также захотела себе такие накладные ногти, они стоят 200 сом, если я не ошибаюсь, вот такие. В корейском, китайском, японском такой азиатский стиль. Ну, как-то так. Нет, это надо... Дальше мы с Романом попросили мороженое Шрека, внутри которого лежала игрушка, и само мороженое, оно эскимо, но почему-то без шоколада. Оно стоило буквально 28 сом, поэтому я думала, что на вкус это будет что-то дешевое, но на самом деле оно нереально вкусное. Такие, ребят, фигурки. Одинаковые, да. Только цветов разных. Угу. Еле собрав игрушку, я поняла, что это вертушка, хотя до меня не сразу дошло, но все равно очень крутая. Здесь мы уже едем в такси до аэропорта. Я послушаю разговоры мамы с таксистом и кушаю конфетки. И я, как настоящая вечно голодная женщина, проголодалась, поэтому я продумала этот момент, я знала, что я буду хотеть есть, и взяла с собой шаурму. Она с курицей и с овощами. Все было прекрасно, но я этим не наелась. Я сидела в ожидании того, когда мне принесут снова этот бутерброд. Я его скушала.
И мне его все равно тоже было недостаточно. Дальше я снова взяла чай, хотя я дома пью чай из супницы, так что для меня этого стаканчика было тоже мало. У меня вообще ухо не слышит, я вообще ничего не слышу. Я ни себя не слышу, ни остальных не слышу, у меня какие-то проблемы после самолета. У меня очень сильно болели уши в самолете, и потом просто перестала слышать. Ура! Победа! Уху! Я наконец-таки дома. Я бы вообще хотела бы сейчас что-нибудь рассказать, но я наполовину до сих пор не слышу, поэтому я буду прощаться и распаковывать вот этого зайчика. Мой гад. Смотрите, какой хороший. Я буду звать его Буби. Смотрите, что здесь будет. Давай еще. Это кролик, обалдеть. Ладно, кратко, поездка в Кыргызстан мне понравилась. Вернулась бы я туда? Вернулась бы, но на самолете больше лететь не хочу, потому что вот эти вот побочные эффекты, ой, как же мне надоело, я даже не знаю, громко я ли разговариваю, потому что я себя не слышу. И поэтому я пытаюсь разговаривать тихо, а я разговариваю тихо, и никто не понимает, что я говорю. В любом случае, спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Но самое приятное для меня, что вы можете сделать, это написать комментарии. Я их читаю, отвечаю. Вообще комментарии получать приятно. Спасибо всем, пока! Пока! Буби! Ой.